Привет, это майор в отставке. Российские власти выходят на новый уровень цифрового контроля, превращая обычные привычные вам приложения, вроде там какого-нибудь Сбербанка, в самое настоящее шпионское ПО. Если раньше блокировки и цензура работали в основном на уровне провайдеров, реестров запрещенных сайтов, затем систем фильтрации трафика типа ТСПУ, то теперь государство, судя по всему, пытается превратить в инструмент слежки сами пользовательские приложения. Необходимо и дальше повышать уровень защищенности информационного цифрового пространства в России. Сегодня о новом исследовании РКС Global, которое выявило, как известные российские приложения следят за вашими устройствами ровно так же, как это делают какие-то шпионские приложения. Ссылка на исследование есть в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали этого, и погнали! В апреле 2026 года российские власти начали давить на крупнейшие интернет-компании в России, чтобы те ограничивали доступ к своим сервисам пользователям с включенным VPN. Вы с кем работаете? С Вовой, Сейчас мы Вовина берем. Речь идет о крупных площадках: Сбербанк, Яндекс, ВК, Озон, Вайлдберрис, Авито и другие. Идея в том, чтобы переложить часть цензуры и контроля с государства на частные компании. Смысл этой схемы очень простой. Приложение на телефоне должно определить, включен ли у пользователя VPN, зафиксировать это и как минимум передать данные на сервер. А дальше на основе этой информации можно и блокировать доступ к сервису и собирать сведения для дальнейшего ограничения самих VPN-сервисов. По сути, обычные приложения начинают выполнять функции технического наблюдения. И речь идет уже не только о мессенджерах вроде печально известного Макса. Шпионить за вами стали теперь и банковские приложения, браузеры, карты, маркетплейсы, музыкальные сервисы, видеоплатформы и даже приложения доставки еды. Оговорюсь и напомню еще раз, только российские. Согласно отчету РКС Global, из 30 популярных российских приложений для Android 22 определяют, пользуется ли пользователь VPN. Из них 19 отправляют VPN-статус на сервер. Кроме того, 24 из 30 приложений определяют список установленных приложений, а 29 из 30 проверяют наличие root-доступа на устройстве. Это доказывает, что масштаб слежки намного шире, чем просто проверка VPN. В списке приложений, которые детектируют VPN, названы Яндекс.Браузер, Яндекс.Карты, ВКонтакте, Мой МТС, Сбербанк Онлайн, Т-Банк, ВК-Видео, Вайлдберрис, Кинопоиск, Озон, Самокат, Рустор, ВТБ Онлайн, Яндекс.Мьюзик, Авито, Альфа-Банк, 2GIS, Мега-Маркет, Одноклассники, Макс, Рутуб и ВК-Мьюзик. В общем, речь идет не о маргинальных каких-то приложениях, а довольно-таки известных, популярных сервисах, которые люди используют каждый день. Особенно важно, что некоторые приложения не ограничиваются простой проверкой факта включенного VPN. Например, Самокат и Мега-Маркет умеют получать список всех VPN-приложений, установленных на устройстве. Это самая настоящая попытка понять, какими именно инструментами защиты в сети пользуется человек. Отдельно выделяется Яндекс.Браузер. В отчете указано, что это единственное из 30 приложений, которое ищет на устройстве Tor-браузер. То есть браузер, который формально должен быть инструментом доступа в интернет, одновременно проверяет, не использует ли человек средства анонимизации. Это уже слишком. Я, кстати, уже давно говорил и призывал еще до этого исследования, еще, наверное, пару лет назад, сносите все российские сервисы с ваших смартфонов. У меня на эту тему было несколько видеороликов еще до исследования. Я предупреждал, что все эти сервисы, вроде Яндекса, Mail.ru, ВК и прочих, передают всю информацию в ФСБ. Но теперь они научились следить за другими приложениями, установленными у вас на смартфоне. Ну и передают все данные на свои сервера, к которым, как вы знаете, имеют доступ ФСБшники. Интересно, когда вот эти все App Store начнут сносить эти приложения как шпионское ПО? Есть и другие методы слежки, которые выглядят еще серьезнее, чем проверка наличия VPN. Например, 11 приложений перехватывают действия пользователя на экране. Это точки нажатий, давление при нажатии, время касания. Это позволяет собирать так называемую поведенческую биометрию, то есть распознавать человека по тому, как он взаимодействует с экраном. Если власти или кому-то не нравится то, что происходит в интернете, есть только один способ противостоять. На той же интернетной площадке предлагать другие варианты и подходы решения тех проблем, которые в интернете обсуждаются.
В отчете среди таких приложений названы Т-банк, Альфа-банк, 2GIS, Яндекс.Еда, Мегамаркет, Мой МТС, Одноклассники, Госуслуги, Рутуб, Сбербанк онлайн и Яндекс.Мьюзик. Авито, согласно исследованию, может определять наличие более 200 установленных сторонних приложений на устройстве. В их числе банки, маркетплейсы, соцсети, сервисы и конкуренты. Это означает, что приложение способно собирать довольно подробный цифровой профиль пользователя просто по набору установленных программ. Озон, как указано в отчете, содержит привязки к таким программам удаленного доступа, как AnyDesk и TeamViewer. Похожие признаки есть и у самоката. То есть приложение может проверять наличие инструментов удаленного управления на телефоне. Для обычного маркетплейса это выглядит как явно избыточный интерес к устройству пользователя. Отдельная тема – это банковские приложения. Именно они в отчете названы самой агрессивной группой. Т-банк, Сбербанк и ВТБ входят в число лидеров по совокупности методов слежки. Они не только отправляют VPN-статус на специальный сервер, к которому, как вы понимаете, имеет доступ ФСБ, но и используют расширенный фингерпринтинг устройства, определяют руты и инструменты анализа. Особенно выделяется Т-банк. По данным исследования, он запрашивает 47 разрешений, из которых 24 предоставляются автоматически при установке, без отдельного согласия пользователя. Серьезная проблема в том, что многие опасные возможности активируются еще до того, как человек вообще нажал на кнопку «Разрешить». Все 30 исследованных приложений могут запускаться при включении телефона и работать в фоне. 27 из 30 имеют возможность видеть все или некоторые конкретные установленные программы. Часть приложений может работать с фоновыми сервисами синхронизации, микрофоном, геолокацией и даже установкой APK-файлов. Все это создает постоянную фоновую инфраструктуру наблюдения. То есть проблема здесь не только VPN. VPN – это просто один из маркеров. На самом деле приложение собирает гораздо больше. Список программ, сведения о геолокации, контактах, звонках, касаниях экрана, сетевом окружении, состоянии устройства и прочую конфиденциальную информацию. И если все это объединить, получается не просто какая-то обезличенная статистика использования приложения, а довольно подробный профиль каждого конкретного человека. Для пользователей из России вывод неприятный, но вполне ясный. Если на Android установлены российские приложения, особенно банковские, маркетплейсы, соцсети и государственные сервисы, то нужно исходить из того, что они могут активно собирать технические данные о телефоне и вашей цифровой среде, то есть шпионить. Самая разумная рекомендация из отчета – это разделять пространство. Идеальный вариант – это 2 телефона, один только для российских приложений, второй для всего остального. Если телефон один, то хотя бы использовать Android Work Profile через Shelter, чтобы приложения из разных профилей не видели друг друга, не видели контакты и файлы. Но сам Work Profile не скрывает наличие VPN, он только изолирует данные между профилями. Также в отчете советуют максимально отзывать лишние разрешения. Геолокацию оставлять только навигации и только во время использования. Контакты убирать почти у всех. Микрофон и камеру только по запросу, доступ к журналу звонков и СМС отзывать полностью. Это не решает проблему целиком, но хотя бы уменьшает объем собираемых данных. И еще один важный вывод касается тех, кто уже уехал из России. В отчете прямо сказано, что российские приложения могут выдавать страну проживания пользователя по IP-адресу, GPS, контактам, роумингу, сим-карты, часовому поясу и списку установленных программ. Поэтому для людей за пределами России изоляция российских приложений становится не вопросом удобства, а вопросом элементарной безопасности. В сухом остатке ситуация выглядит так. Российские приложения все чаще ведут себя не как обычные сервисы, а как инструменты технического контроля, то есть как шпионское ПО. И в целом, с точки зрения защиты интересов граждан, это справедливо. Да, здесь баланс в сторону защиты интересов граждан. Формально они остаются банками, браузерами, доставками и маркетплейсами, но фактически получают все больше функций наблюдения за устройством пользователя. И самое важное, здесь даже не то, что они умеют искать VPN. Главное в другом. Государство пытается превратить саму повседневную цифровую среду в часть системы цензуры и слежки. Не через один Роскомнадзор, а через весь привычный набор сервисов, которыми человек пользуется каждый день. Короче, в Роскомнадзор теперь превращаются
все популярные российские интернет-сервисы. Но есть в этой истории один относительно обнадеживающий момент. С iPhone такая слежка либо не работает, либо работает заметно слабее, чем на Android. На iOS большая часть описанных в исследовании методов просто недоступна из-за ограничения самой системы. Приложения там изолированы друг от друга и не имеют такого доступа к чужим данным и к системе, как на Android. Поэтому в основном остаются для доступа только те данные, к которым пользователь сам дал доступ. Геолокация, контакты, камера, микрофон. Кроме того, возможны отдельные признаки, то есть выявление признаков VPN и встроенная аналитика через SDK в самом приложении, то есть сбор данных о том, как человек ведет себя внутри самого этого приложения. Поэтому iPhone в такой ситуации действительно безопаснее Android, но полной защиты он все равно не дает. Если ты сам раздал российским приложениям разрешения, они будут собирать все, что им доступно в рамках этих разрешений. Так что будьте внимательны. На мой взгляд, такими методами власть в лице Путина и его подельников, преследуя свои личные цели остаться у власти как можно дольше, ни в чем не нуждаясь, обеспечивая своих детей и внуков безбедным существованием, просто гробит всю российскую IT-сферу. Некогда удобные и заслуживающие доверия приложения теперь превращаются в программы-шпионы, в прямом смысле слова. Это все приведет к тому, что, во-первых, весь этот хлам скоро повыкидывают из магазинов приложений за нарушение правил, попросту за шпионаж. Во-вторых, репутация всех этих российских интернет-сервисов будет подорвана на десятилетия вперед. Даже когда все это закончится, власть сменится, доверять таким приложениям долго никто не будет. Возможно, потом они все загнутся сами естественным образом, потому что пользователи будут сами уходить в безопасные иностранные сервисы. Но это будет только тогда, когда путинский режим падет. И этот момент необходимо приближать как можно активнее. Участвуйте в сопротивлении режиму Путина в любой форме и любым доступным и безопасным для вас способом. Можете незаметно, например, ломать систему блокировок интернета в России? Ломайте ее. Работайте на военном заводе, делайте так, чтобы ракеты падали при запуске. Делайте брак. Служите в полиции, помогайте тем, кого собираются преследовать по политическим мотивам. Предупреждайте аккуратно об этом таких людей, чтобы они смогли избежать тюрьмы. Служите в армии, переходите на сторону Украины и воюйте против режима Путина на светлой стороне. Уговаривайте других делать то же самое. Имейте доступ к телу ватного фюрера, делайте так, чтобы он больше никогда не проснулся. Да, чуть не закашлялся. У меня на этом все. Это был майор в отставке. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ждите новых интересных и полезных выпусков на моем канале. Для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Там вы найдете много чего интересного и полезного. Ну а также там есть информация о том, как можно мне написать или что-то отправить безопасным способом. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.